Представьте, что вы стоите босиком на пляже, ваши пальцы ног утопают в прогретом солнцем песке, который окружает ваши ступни теплом. Когда вы засовываете пальцы глубже, поверхностное тепло сменяется удивительной прохладой. Песок, нетронутый солнцем, в глубине оказывается освежающим контрастом. Задумывались ли вы когда-нибудь, что находится под всем этим песком? Это просто еще больше песка до самого низа? Или там что-то иное, что-то скрытое под этими бесчисленными зернами? Зерна. Сегодня мы собираемся копнуть глубже в этот вопрос и раскрыть удивительные факты о песке и о том, что находится под ним. В 2012 году ученые Гавайского университета оценили, что на всех пляжах Земли содержится 7 квинтиллионов 500 квадриллионов зерен песка. 7,5 умножить на 10 в 30 степени. 10 to the power of 18. Но что же такое песок на самом деле? Проще говоря, песок – это крошечные кусочки пород и минералов. Как же эти породы и минералы превращаются в песок? Прежде всего, не весь песок одинаков. Песок, который вы находите на пляже, отличается от песка в пустыне, и это связано с тем, как он образовался. Например, пляжный песок часто состоит из кварца и фрагментов раковин, в то время как пустынный песок может содержать больше полевого шпата, большой группы силикатных минералов, которые составляют более половины земной коры. Вернемся на наш пляж. Солнце греет вашу кожу. Рядом слышится шум прибоя. Вы тянете руку вниз и даете песку просыпаться сквозь пальцы. Он мягкий, почти шелковистый. Вот он, пляжный песок, продукт долгого, медленного танца между морем и сушей. Пляжный песок в основном образован из пород и раковин, которые были переработаны постоянным движением волн. Это процесс, длящийся сотни тысяч лет. Волны с их неустанными приливами и отливами действуют как гигантская барабанная машина для камней, постоянно перемешивая, измельчая и полируя. Со временем эти камни и раковины распадаются на маленькие кусочки и превращаются в мягкий упругий песок, по которому нам так приятно ходить. Каждое зерно – доказательство силы моря, маленький фрагмент истории. А как насчет пустынного песка? Пустыни сухие и ветреные, и воды там мало, чтобы способствовать разрушению пород. Вместо этого основную работу выполняют ветер и экстремальные колебания температур. В пустынных условиях температура может резко меняться между днем и ночью. Днем солнце может нагревать поверхность пустыни до чрезвычайно высоких температур. Затем, с наступлением ночи, температура может быстро падать без изолирующего эффекта влажности или облачного покрова. Эти быстрые и экстремальные перепады температур заставляют породы расширяться и сжиматься. Со временем это постоянное расширение и сжатие может привести к трещинам и разрушению камней, разбивая их на все более мелкие фрагменты. Ветер затем берет свое, срывая с поверхности эти маленькие кусочки породы и поднимая их в воздух. Со временем частицы откладываются в новых местах, формируя высокие дюны, с которыми мы ассоциируем пустыни. Но этот процесс не так прост, как кажется. Ветер не просто поднимает и перемещает кусочки породы хаотично. Это не случайный процесс. Нет, это деликатный баланс, тонко настроенная система, управляемая законами физики. Ветер должен быть достаточно сильным, чтобы поднять зерна с поверхности, но не настолько сильным, чтобы полностью унести их прочь. Вернемся снова на наш пляж. Когда вы сидите там, наслаждаясь ощущением песка между пальцами ног, вы, возможно, задавались вопросом, что же на самом деле находится под ним? Насколько глубоко он простирается и что лежит внизу.
Оказывается, вы действительно сидите на слоях за слоями материала, у каждого из которых своя история. Если вы когда-нибудь выкапывали ямку на пляже, вы заметили, что на определенной глубине песок начинает становиться влажным. Это не только потому, что вы близко к морю. Вы сталкиваетесь с тем, что называется уровнем грунтовых вод. Уровень грунтовых вод – это верхняя граница подземных вод. Точка, в которой почва или порода полностью насыщены водой. Это как подземная река, тихо текущая под поверхностью. Уровень грунтовых вод может сильно варьироваться в зависимости от количества осадков, времени года и типа почвы или породы в данной местности. Но копать стоит дальше. Чем глубже вы идете, тем плотнее и более уплотненным становится песок. Его сложнее копать, но при некотором усилии вы можете продолжать. И затем вдруг ваша лопата ударяется о что-то твердое. Вы достигли того, что называется материковой породой или коренной породой. Коренная порода – это сплошная горная порода, лежащая под песком и почвой. Она похожа на фундамент дома, обеспечивая стабильную основу для слоев песка и почвы над ней. Тип коренной породы может различаться в зависимости от местности. Это может быть известняк, гранит, базальт или любой другой тип горной породы. Эта коренная порода древняя, часто возрастом в миллионы или даже миллиарды лет. Она молча свидетельствует о долгой истории Земли, несет следы ледников, землетрясений и неумолимого течения времени. А что насчет пустынь? Что находится под всем этим песком? И насколько глубоко простирается песок? Возможно, вы представляете себе бесконечные толщины сыпучего песка, но реальность существенно отличается. Фактически большинство пустынь вовсе не покрыты песком. В основном они состоят из голой породы или гравия. Это может показаться удивительным, учитывая образы высоких песчаных дюн, которые часто приходят на ум при упоминании пустынь. Но эти песчаные области, известные как эрги, занимают лишь небольшую часть пустынных ландшафтов. Возьмем, к примеру, Сахару. Это крупнейшая горячая пустыня в мире, примерно по площади сопоставимая с Соединенными Штатами. Но только около 20% Сахары покрыто песком. Остальная территория состоит из таких областей, как Хамада, представляющая собой ровные каменистые поверхности, и Рог, покрытые гравием равнины, похожие на те, что можно встретить на Марсе. Песок в Сахаре сосредоточен в дюнах, которые могут достигать невероятной высоты. Некоторые дюны в Сахаре могут возвышаться более чем на 180 метров, то есть 590 футов. Это выше, чем Сиднейский оперный театр. Но даже эти массивные дюны не состоят исключительно из песка. Под определенной глубиной вы обнаружите слой твердой породы или уплотненной почвы, известный как каменная корка или плотный горизонт. Глубина песчаного слоя в пустынях может сильно варьироваться. В одних местах песок может быть всего в несколько метров, в других он может простираться на десятки метров. Но в конце концов, если вы выкопаете достаточно глубоко, вы снова наткнетесь на коренную породу, как и на пляже. Эта коренная порода может многое рассказать и истории пустыни. В Сахаре, например, коренные породы включают слои осадочных пород, отложенных в то время, когда территория миллионы лет назад была покрыта мелким морем. Эти древние породы дают ключи к пониманию времени, когда Сахара была совсем другой местностью. А теперь начинается самое интересное. Сахара не всегда была пустыней. На самом деле она неоднократно переживала зеленые фазы в течение истории, когда была покрыта растительностью и населялась разнообразной фауной. В 2010 году ученые сделали захватывающее открытие, которое дало представление об одной из этих зеленых фаз. Под песками Сахары они обнаружили следы доисторического мегаозера. Это было не просто небольшой водоем, нет, это было озеро эпических масштабов,
больше, чем некоторые великие озера в Северной Америке. Это мегаозеро, которое, как полагают ученые, образовалось примерно 250 тысяч лет назад. Предположительно, возникло тогда, когда Нил изменил свое русло и вылился в котловину Катайра, пониженную местность на севере Сахары. Получившееся озеро, известное как озеро Мегачат, я не шучу, покрывало площадь примерно 400 тысяч квадратных километров. Это больше, чем весь штат Калифорния. Это открытие рисует картину Сахары как пышного зеленого ландшафта, кишащего жизнью. Представьте стада слонов и жирафов, бродящих по берегам этого огромного озера, в то время как крокодилы и бегемоты беззаботно отдыхали в воде. Это совсем не то, что мы видим сейчас как бесплодную пустыню. Но превращение Сахары из зеленой местности в пустыню происходило не единожды. Предполагается, что это происходило многократно в течение последних нескольких миллионов лет под воздействием изменений наклона оси Земли и ее орбиты вокруг Солнца. Эти изменения, известные как циклы Миланковича, влияют на количество солнечного света, достигающего различных частей Земли, вызывая климатические сдвиги, которые высушивали и засыпали озеро. Но Сахара – не единственное место, где под песком были найдены удивительные вещи. В некоторых местах под движущимися песчаными дюнами были обнаружены целые леса. Дело в том, что дюны не стоят на месте. Они перемещаются вместе с ветром и со временем могут покрывать все на своем пути, в том числе деревья. Но когда ветер меняет направление, дюны могут сдвинуться, вновь открывая то, что было скрыто. А еще есть провалы. Эти ямы образуются, когда грунт обрушивается, и их часто можно встретить в песчаных районах. Карстовые провалы образуются, когда вода растворяет породу под песком, создавая полость. Когда песок над этой полостью становится слишком тяжелым, он может обрушиться, образуя провал. Эти провалы могут быть опасными, но они также дают нам еще один способ увидеть, что находится под песком. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь на пляже или будете смотреть документальный фильм о пустыне, помните, что за песком скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Под песчинками, будь то на пляже или в пустыне, простирается мир, сформированный силами природы, от уровня грунтовых вод и коренной породы на пляже до каменной корки и древних пород в пустыне. Эти слои, часто скрытые от нашего взгляда, рассказывают историю динамической истории Земли, показывая, что ландшафты нашей планеты не статичны, а постоянно меняются и эволюционируют со временем. Поэтому правда в том, что под всеми этими крошечными зернами скрывается целый мир, ожидающий открытия. Мир из породы, воды и иногда даже древних озер и скрытых лесов. Надеюсь, вам понравилось это путешествие под песком. Помните, мир полон чудес, и иногда они находятся прямо под нашими ногами. Продолжайте исследовать, задавать вопросы и копать в поисках ответов, потому что вы никогда не знаете, что можете обнаружить. Если вам показалось это увлекательным, пожалуйста, подумайте о подписке. Нажмите на карту на экране, чтобы посмотреть еще одно видео. Это поможет этому каналу стать более заметным. Песок не только природное явление, но и важный ресурс человеческой цивилизации. Он применяется в строительстве для изготовления цемента и стекла, в промышленности и в фильтрах водоочистных сооружений. Огромные объемы песка извлекаются для возведения дорог, аэропортов и насыпных территорий. Однако деятельность человека меняет динамику береговой полосы, строительство причалов, морские дамбы, откачка грунтовых вод и массовая добыча песка приводят к эрозии берегов, утрате пляжей и разрушению экосистем дюн. В результате многие регионы сталкиваются с необходимостью искусственной подсыпки и восстановления береговой линии. К тому же современная проблема микропластика
обнаруживается именно в песчаных отложениях. Волны и течения привносят пластиковые частицы, которые накапливаются в прибрежных слоях и становятся частью пищевой цепочки. Исследования песка позволяют отслеживать исторические и современные загрязнения, реконструировать изменения среды и оценивать риски для местной флоры и фауны. Археологи и палеонтологи нередко используют песчаные отложения как естественную кладовую прошлого. Под песком сохраняются следы древних поселений, орудия, кости животных и растительные остатки. Слои песка помогают датировать события и восстанавливать климатические условия прошлых эпох с помощью анализа пыльцы, органических остатков и геохимии. Наконец, устойчивое обращение с песком требует баланса между хозяйственными нуждами и охраной природы. Защита дюн, разумное управление добычей и восстановление береговых полос – все это примеры мер, которые помогают сохранить уникальные свойства песчаных ландшафтов для будущих поколений.